В этом видео мы с вами разберемся, как создать себе AI-помощника, но знаете, не стандартного простого AI-помощника, которому мы задаем вопрос, и он отвечает, а именно эксперта и специализированного AI-помощника, который будет дообучаться, постоянно дообучаться и узнавать какие-то новые фишки, новые направления вашей специализации. Сразу приведу пример для того, чтобы стало понятно, смотреть это видео или нет. То есть в этом видео я вам покажу, как вы сможете обучить, либо постоянно обучать своего AI-ассистента, AI-помощника, AI-специалиста конкретному направлению. Он будет вам отвечать, исходя из той базы знаний, которая у вас есть. Например, либо у вас есть фитнес-тренер, да? Фитнес-тренер, который уже 10 лет занимается фитнесом и в своей специализации, либо в своем направлении ничего нового не изучает. Он вас учит по старым программам, говорит одну и ту же заученную всеми фитнес-тренерами речь, и вы, соответственно, работаете с ним и не теряете вес. Но сегодня уже идут какие-то новые направления, новые знания, новое понимание, и каждый день наука открывает что-то новое. Для того, чтобы вы были в курсе всех последних новых тенденций, у вас будет специализированный помощник, который без вас будет изучать эти новинки, сохранять свою базу знаний. Когда вы ему зададите какой-то вопрос, он будет эту базу знаний доставать и рассказывать вам. Например, SEO, Google, да, продвижение видео. Я каждые 2 дня выкладываю видео на YouTube. Я могу обратиться к одному специалисту, взять у него консультацию и спросить, как продвигать свое видео на YouTube. Он мне расскажет. Но через 2 недели алгоритм YouTube изменится. Что мне делать? Мне нужно постоянно получать свежие новости, новые кейсы, информацию о том, как заливать ролики на YouTube, чтобы сделать так, чтобы они набирали большее количество просмотров. Я создаю себе помощника, который интересуется этой темой, собирает свежие актуальные данные, собирает свежую актуальную информацию, ищет что-то новое постоянно на регулярной основе. И когда я к нему спрашиваю, как мне продвинуть это видео на YouTube, какие ключевые слова использовать, он берет эти данные из базы знаний, где он обучается и понимает, что сейчас свежее, что сейчас актуально, и выдает это мне. То есть, грубо говоря, это ваш второй мозг, который сохраняет всю эту информацию, а не теряет ее. И когда вам нужно, вы к этой информации обращаетесь. Как раз такого AI-помощника мы с вами будем создавать. Он сам с помощью такого простого процесса через сервис N8N будет периодически обращаться к определенным материалам, специализированным материалам, вбивать эти материалы, либо эти данные в свою базу знаний, и когда нам понадобится им воспользоваться, он, соответственно, будет нам давать именно актуальную и свежую информацию. Не устаревшие какие-то материалы, которые были открыты 10, 5, 3 года назад, либо несколько месяцев, а именно новую актуальную информацию. Я думаю, вы видели ролики, короткие ролики на YouTube, в Инстаграме, как люди рассказывают о примерах каких-то кейсов. Например, то же самое вы можете сохранять с помощью этого AI-помощника примеры каких-то кейсов и потом в своей работе в дальнейшем использовать. Значит, у нас есть несколько вариантов использования. Либо это будет AI-помощник, который будет подключен к нашему главному AI-ассистенту. То есть главный ассистент будет периодически обращаться к этому AI-помощнику, который будет постоянно дообучаться. Либо это будет отдельный Telegram-бот, в который вы можете периодически отправлять запрос, и он, соответственно, будет вам давать всегда свежую актуальную информацию по той теме, которая вам необходима. Например, вы дизайнер, да, и вам необходимо узнать, что нового произошло в мире дизайна. Он это уже будет знать, потому что он обращается к популярным источникам и собирает всю эту информацию. Либо это будет просто в таком пространстве, прямо здесь вы ему можете задавать вопросы и с ним взаимодействовать, отвечать. То есть вариантов использования этого шаблона большое количество. Давайте в этом видео я подробно расскажу, как это работает и как создать или поставить себе на вооружение этот шаблон. Отлично, я вам показал 3 варианта шаблона. То есть первый шаблон — это когда мы прямо здесь в чате с ним взаимодействуем, работаем. Второй шаблон — это когда мы через Telegram бота мы с ним взаимодействуем, работаем. И третий шаблон, когда мы его подключаем к нашему главному ассистенту. Если вы еще не создали себе главного ассистента, обязательно переходите в мой
плейлист N8N, посмотрите, там есть большое количество, соответственно, видеоуроков о том, как создать себе главного AI-ассистента. То есть это может быть просто помощник, ячейка в вашем главном AI-ассистенте. То есть один из тех специализированных помощников по какому-то направлению, который, соответственно, шарит и разбирается в этой теме. Как всегда, у вас есть два варианта создать этот шаблон. То есть это даже не один шаблон, а целых 3 шаблона в зависимости от того, какую цель и задачу вы будете делать. Первый вариант: вы сейчас смотрите видео до конца, ставите лайк, пишите в комментариях что-то и пошагово вместе со мной создаете этот шаблон. Второй вариант: под этим видео в разделе с описанием, либо в разделе комментарий есть закрепленное сообщение. Переходите по ссылке, переходите в мой телеграм-канал, там вы получаете, соответственно, сразу же доступ ко всем этим 3 шаблонам. То есть вам ничего разрабатывать не нужно. Здесь все настройки уже сделаны, вы получаете небольшую инструкцию и пользуетесь этим шаблоном, не заморачиваясь. Либо сейчас вы вместе со мной, соответственно, создаете этот шаблон. Выбор за вами. Давайте начнем создавать этого AI-агента. Для этого мы открываем новый workflow в ChatGPT, в N8N. Для начала нам нужно использовать триггер. То есть, что будет активировать работу этого AI-агента. Почему я использую сервис N8N? В первую очередь, потому что этот сервис позволяет нам без знаний кода, без знаний программирования создавать AI-агентов, крутых AI-агентов и строить себе полноценную AI-систему. Например, я могу нанять себе человека, отдельного человека, который будет выполнять какую-то задачу. Зачем? Я могу создать себе AI-агента, использовать этого AI-агента в любое время, в любую дня и ночи. Он мне создает контент, он мне консультирует, он мне помогает по определенным направлениям. Все это делается через сервис N8N. Это просто незаменимый помощник. Создаете себе агента, обучаете его менее тем задачам, которые вы хотели бы делегировать, и все. И он со временем становится вашим лучшим другом, помощником. Я сейчас покажу на самом банальном примере. Мы будем использовать ноду триггера, когда мы будем в чате, вот здесь вот в чате, писать, соответственно, запрос, он будет отвечать. То есть у нас вся работа будет состоять как бы из 2 шагов. Первый шаг: мы строим AI-агента, то есть это самый простой шаг, то есть мы создаем здесь AI-агента, и этого AI-агента мы должны просто подключить к нашей базе данных. Значит, и прописать, соответственно, промпт, который будет его ограничивать в тех действиях, которые необходимо, соответственно, ему будет выполнять. Значит, выбираем модель чата, я выберу чат GPT, вы можете выбрать что угодно, то есть роутер. Если проблемы с оплатой с чат GPT, то выбирайте роутер. Выбираем память, будет стандартная память, для того, чтобы он помнил всю нашу с ним переписку. И здесь нам необходимо, соответственно, еще добавить ответы на наши вопросы, которые мы будем формулировать. Они должны идти именно с базы данных. Для этого мы выбираем следующий. Она называется Vector Store Question. Вот таким вот образом, она выглядит. Значит, здесь нам необходимо выбрать модель. Мы также выбираем модель от OpenAI, ChatGPT 3 mini. Меня это будет устраивать. Если вы не знаете, как подключить ChatGPT к своим шаблонам N8N, посмотрите мои предыдущие ролики. Мы с вами там подробно об этом говорили, как, соответственно, подключить API к ChatGPT. И здесь нам необходимо выбрать, соответственно, Vector, мы его будем использовать, пока здесь ничего не прописываем, и также выбираем, соответственно, модель. То есть модель тоже здесь будет ChatGPT, от ChatGPT, для того, чтобы он обращался к нашей базе данных, и вот эту вот модель выберу более широкую, large. Все, эту часть мы пока оставим. Мы ее пока не будем настраивать, мы ее пока в сторону поставим. Здесь можно еще прописать сразу же промпт, для того, чтобы вы понимали, что здесь необходимо прописывать. Промпт я пропишу, такой достаточно стандартный. Здесь каждый уже сам по себе. Я запишу отдельное большое видео, возможно, оно уже есть, по теме, как создавать промпты. Обязательно посмотрите его, если оно уже есть на канале. Если на канале нет, переходите в Telegram, там есть база промптов из больше чем 10 тысяч штук, которые вы можете использовать для ChatGPT, для обучения. Хорошо, мы прописываем промпт. Промпт будет выглядеть таким образом. Ты высокоэффективный чат-бот, и твоя задача отвечать на вопросы, связанные с маркетингом, используя предоставленное тебе хранилище векторов.
ограничение. Ответы должны быть сгенерированы только на основе информации, предоставленной в хранилище векторов. То есть ты не должен ничего придумывать, ты должен только обращаться сюда для того, чтобы ответить на вопрос. Так, я давайте назову этот AI-агент. Агент база данных, да, как-нибудь так вот назову его база. Давайте пока база. Сохраняем. Все, пока мы его не трогаем. То есть мы ему можем написать, но пока в этом смысла большого нет. Наша основная задача сейчас создать заполнение тех баз данных, которые нам необходимы. Значит, что мы выбираем? Мы выбираем новый триггер, еще один триггер, который будет срабатывать в определенное время. Например, он будет каждый день обращаться к определенным источникам, которым мы доверяем, для того, чтобы пополнить свою базу знаний какими-то навыками в сфере маркетинга. Либо каждую неделю, либо каждый час. Ну, каждый час я не рекомендую ставить, ну, например, каждый день. Каждый день в 12 часов он в ночное время он будет, соответственно, обращаться в какую-то базу знаний. Все. Следующий элемент, значит, нам необходимо прописать, да, куда он должен обращаться. Для этого мы выбираем код, то есть ноду код. И здесь необходимо вот все оставить. Единственное, здесь изменить на то, каким источником он будет обращаться. Например, как найти источники, где мы будем искать, соответственно, информацию. Простой способ. Если вы уже читаете какие-то блоги, то вы должны, соответственно, сюда добавить, у каждого блога есть определенная RSS-лента. Например, я хочу, например, собрать со своего блога всю информацию, которую я когда-то писал. Я вставляю ссылку на RSS-ленту со своего блога. То есть я сюда ее добавляю и все, то есть в виде ссылки. Но я хочу использовать какие-то те источники, которые, соответственно, проверенные, в которых я хочу искать информацию. Значит, есть такой сайт, да, вот где я, например, черпаю какую-то информацию. Называется он вот так вот, contentmarketinginstitute.com. Значит, я отсюда хочу собирать информацию, посвященную именно контент-маркетингу. То есть моя основная задача — это собирать информацию с этого сайта. И что я могу сделать? Я могу найти у них RSS-ленту на этом сайте, либо попросить ChatGPT, то есть я открываю ChatGPT и говорю ему, мне нужно найти RSS для этого сайта. И он сейчас найдет мне RSS ссылку для этого сайта. Но он мне подсказывает, как найти. Либо я им могу задать сразу же вопрос, если у нас, например, нет сайтов, нет тех сайтов. Так, ChatGPT High, не хочу с ним сейчас. Давайте изменим модель. ChatGPT, выберем 4. Мне нужно найти RSS для этого сайта. Нужно обычно проверить наличие RSS на самом канале. Вот, и он мне, соответственно, показывает, видите, где находится ссылка на RSS этого сайта. Значит, я беру эту ссылку и добавляю ее сюда. Здесь, если мне нужно, например, не с одного сайта собирать какую-то информацию, а с нескольких сайтов, я могу его попросить. Например, я могу его попросить, мне нужны самые эффективные и самые ценные информационные англоязычные блоги с RSS-каналами, связанные с темой искусственного интеллекта. Ну, блин, здесь искусственного интеллекта, на самом деле маркетинга, связанная с темой контент-маркетинга, да, контент-маркетинга. Также понадобятся ссылки на RSS-каналы. Информация должна быть актуальна, последняя информация с последними блогами за последние дни. То есть, и он мне сейчас дает список RSS лент, то есть список сайтов, вот hotspot.com, Nel Patel блог тоже отличный по SEO, по маркетингу. Мозг блог, не знаю, не читал, Social Media Examiner. Ну, то есть большинство сайтов я, соответственно, с ними знаком и знаю. Я беру просто ссылки на эти сайты и добавляю сюда в свои источники. Но я сейчас перегружать не буду для того, чтобы вам так базово показать. Здесь смысл в чем? Что вы берете просто и добавляете сюда несколько тех источников, которые вам необходимы. То есть вы копируете и можете там добавлять до 10 различных источников, с которым система будет периодически обращаться. То есть это будет ввод ваших данных. Можно его переименовать. Давайте переименуем его как раз ввод наших данных.
Хорошо, после того, как он получил ссылку, ему необходимо перейти на этот сайт и, соответственно, собрать всю ту информацию, которая есть на этом сайте. Для этого мы добавляем следующую ноду. Называется она Loop Over Temps. Для того, чтобы процесс повторялся. Был процесс, и сайт он проходил по одному, да, а не по большому количеству. Хорошо, значит, здесь мы выбираем, что он должен, куда он должен переходить. Подождите секунду. Здесь мы выбираем, значит, RSS Read. Отлично. Так, этот мы убираем, он нам не нужен. И вот он будет сюда переходить и потом, соответственно, возвращаться. Здесь мы это тоже убираем. То есть он должен как бы циклично обращаться к тем RSS-каналам, которые мы ему добавили здесь. Здесь необходимо прописать URL. В качестве URL мы должны указать именно сайты, которые будут идти отсюда. Что для этого сделаем? Давайте нажмем Test Workflow, протестируем каждый шаг. Он должен передать данные и все. И в качестве URL мы указываем, соответственно, вот этот вот элемент. Все, он видит ссылку на сайт, которую он получил здесь. То есть сюда ему будут приходить ссылки, и он должен их обрабатывать. Если ссылок несколько, он, соответственно, будет их обрабатывать по очереди. Отлично, значит, эта система у нас работает. Давайте ее запустим. Все, он обращается и дает на выход. Следующее, значит, после того, как он все сайты обработал, что он должен сделать? Он должен забивать уже все это в базу данных. Мы выбираем следующий шаг. Следующий шаг будет if, то есть это будет проверка, насколько актуальны та информация, которая у нас есть. Для чего мы делаем эту самую проверку? Для того, чтобы система понимала, что каждый день она проверяет, если есть какие-то новые материалы, она добавляет эти новые материалы. Если новых материалов нет, то она оставляет и их не трогает. То есть она остается на следующий день. Есть много блогов, много блогов, где пишут статьи каждый день. Есть много блогов, где пишут статьи там раз в неделю. И для того, чтобы она постоянно как бы нам не заполняла ту самую память, она должна один раз в день проверять, есть ли свежая актуальная информация по той теме, которая нам нужна. Если эта информация есть, она будет ее добавлять в нашу базу данных. Если нет, она не будет ее добавлять. Значит, делается это с помощью вот этой ноды if. В ноде if мы для начала должны выбрать, если мы создаем первый раз, то нам необходимо, чтобы он, например, вбил в базу данных все те сайты, то есть он проанализировал сайт и вбил информацию там до определенного там периода времени. Если мы ставим это на постоянной основе, то мы выбираем, что он только свежие как бы данные будет отправлять. Что мы здесь выбираем? Мы выбираем less для старых данных и вот этот вот элемент для новых данных. Давайте выберем для старых данных, потому что я не думаю, что сейчас какой-то из этих сайтов запустит какую-то новую информацию. Давайте выберем less. Все, здесь, значит, мы должны прописать скрипт. Вот так вот он выглядит, что это новая дата, именно сегодняшняя свежая дата. Вот так вот, что мы прописываем. Если, может, кому-то не видно, чуть увеличу. И сюда мы прописываем позже какой даты. То есть, вот, например, это сегодняшнее число и позже какого числа. То есть, раньше какого числа. И сюда мы забиваем, соответственно, вот это вот число. Вот. Оно выглядит так, что это там 2022 года до января, то есть с января по сегодняшнее число. Он будет с января 2022 года по сегодняшнее число, он вытащит все данные. Если нужна какая-то другая дата, вы просто изменяете здесь, в принципе, да, ничего сложного нет. И изменяете на ту дату, которая вам нужна комфортно. Дальше мы, после того, как один раз, грубо говоря, спарсим, вытащим оттуда всю информацию, мы изменяем вот это вот на grade, и он будет работать, соответственно, в автоматическом режиме. Все, мы сохраняем и нажимаем, соответственно, проверку. То есть он сейчас проверяет, смотрит, если, вот видите, он нашел 10 тем, то есть за год было сделано, то есть за тот период было сделано 10, как это сказать, статей интересных по теме маркетинга на этом сайте. Это как бы такая хорошая информация, которую он нашел. 10 статей, которые мы можем добавить в свою базу данных. Отлично, значит, нам необходимо дальше добавить. Если мы изменим вот на после
Мы можем посмотреть, соответственно, что это за статьи, как они выглядят, как они работают, где они находятся, ссылки на них. То есть здесь полная информация с этого сайта, когда были размещены, соответственно, эти статьи, в каком месяце, в какое время. Здесь вся эта информация, соответственно, есть. Дальше. Мы должны с этими статьями начать работать. Что мы выбираем? Мы выбираем, так, не flow. Мы выбираем вот этот раздел и здесь выбираем HTTP Request. Так он называется. И какие данные, соответственно, мы должны сюда отправить. Мы должны в первую очередь отправить ссылку, что он должен проанализировать, какой сайт он должен, на какой сайт он должен, с каким сайтом он должен провести работу. И здесь мы должны указать ссылку на саму статью. Вот она, link. Соответственно, вот таким образом будет выглядеть. То есть вот ссылка на саму статью, с которой ему необходимо будет проработать. Все, здесь больше ничего не добавляем. Можем нажать тест, посмотреть, справится ли он, то есть перейдет ли он на эту статью и прочтет ли он ее. Да, прочел. Но единственное, он, когда ее прочтет и ознакомится с ней, он выдаст нам все это в таком, знаете, грязном формате. Нам необходимо очистить этот код. Для этого мы опять выбираем код. И сюда прописываем вот такой вот JavaScript. Нажимаем ОК. И теперь, смотрите, когда в него будет приходить какая-то информация, информация будет в таком грязном виде. Нам необходимо эту информацию почистить. Смотрите, как это работает. Смотрите, он сейчас переходит на этот сайт и чистит всю ту информацию, которая, соответственно, к нему пришла, которую он видит. То есть делает ее в таком достаточно красивом виде, убирает все лишнее и оставляет сам текст, для того, чтобы только этот текст добавить в нашу базу знаний. И теперь уже добавляем это все в нашу базу знаний. Базу знаний мы, как и в предыдущий раз, будем использовать Pinicon. Вот он, Pinicon Vector. Выбираем Insert Document, и здесь нам необходимо привязать свой API-ключ к N8N, API-ключ от Pinicon. Значит, Pinicon — это векторное хранилище, бесплатное, вам дается определенное количество, соответственно, баз данных, которые вы создаете. Здесь важно что? Здесь важно зарегистрироваться, во-первых, вам будет дано, сейчас покажу, дано большое количество токенов, которые вы сможете использовать. Дальше создать свой API-ключ, смотрите, большое количество токенов, и эти базы токенов постоянно обновляются. И дальше здесь вам необходимо создать индекс, то есть заходите индекс, create индекс, прописываете этот индекс, например, текст, индекс, база, вот так вот. Сохраняем этот индекс, здесь выбираем, соответственно, какой формат. Здесь обязательно смотрите, чтобы вот здесь было не 1024, а именно формат побольше. Вот, например, 3072. И выбираем этот формат. Здесь облачное хранилище от Amazon, здесь Virginia, и нажимаем «Создать». Можете использовать другие базы знаний, какие сами захотите. Так, смотрите, у меня есть ограничение на то, что я могу использовать больше индексов, сервисов, обновите план. Но давайте я, значит, не буду создавать, то есть вы нажмете «Создать» и создадите. У меня есть 5 баз знаний, за большее количество необходимо уже платить. Но давайте я буду использовать вот это вот база марк, либо тест марк. База марк, она больше, по-моему, на 3072. Да, база марк буду использовать. Я привязал свой Pinicon аккаунт, ввел себе сюда API ключ и выбираю, соответственно, у меня появились вот эти вот листы. Я выбираю база марк и убираю вот это вот ограничение. Нажимаю тест. Так, тест я рано нажал, я еще не ввел данные. Значит, хорошо, здесь пока оставляем. Выбираем модель. Также это будет ChatGPT. Также я выбираю ChatGPT более большую модель, то есть это Large. Нажимаю «Сохранить». И выбираю, соответственно, документ, то есть куда он все это должен сохранить.
выбираю вот это вот Datify. И здесь я должен прописать, соответственно, что он должен сохранить. Я выбираю несколько элементов. Имя, название, имя, название, имя, название. Значит, смотрите, что я должен сохранить в эту базу данных? Какие элементы? Я хочу сохранить дату публикации. Я хочу сохранить дату, когда я все это вытащил. И я хочу сохранить сам контент. Значит, дата публикации. Вот у меня дата публикации. Я сюда ее сохраняю. Значит, когда эта работа была проведена, я сохраняю сюда. И, соответственно, контент, который я хочу сохранить, я сохраняю сюда. Все, у меня настроена база. И здесь мне еще необходимо добавить, значит, как он будет делить эти данные для того, чтобы записывать все это в базу знаний. Я выбираю первое, характер текст сплиттер, и делю на 1000 размеров. Честно, я вот не программист, в этом не понимаю, но так это делается. Значит, еще раз тестируем. И смотрите, вот он уже начинает работать. Здесь уже ошибка должна уйти. И он сохранил все эти данные в базу знаний. Вот наша база знаний. Давайте проверим. Сейчас у нас 20 марта. То есть 20 марта он сохранил эти записи. Да? Вот эти все записи, которые он добавил в эту базу знаний. Вот. И теперь у него в базе знаний есть база знаний из этой статьи, которая была добавлена, из этих 10 статей, которые, соответственно, были добавлены на этот сайт. Здесь нам сейчас необходимо донастроить нашего AI-агента, то есть нам выбрать ту базу знаний, чтобы он именно к этой базе знаний обращался. Для этого мы прописываем, что нам необходимо, к чему, чтобы он обращался. Это будет к знаниям по маркетингу, по SEO, по психологии. Да, здесь сами выбирайте, что хотите. И должны выбрать тот самый лист, к которому он должен обращаться. Лист назывался у нас база Марк, да, по-моему. Да, база Марк. Все, нажимаем сохранить. И теперь наш AI-агент уже знает знания о маркетинге. Давайте мы его что-нибудь спросим. Мы его спрашиваем, расскажи какой-нибудь кейс по маркетингу. Он обращается, видите, к базе знаний, смотрит, анализирует ее и дает нам ответ. Давайте посмотрим, какой кейс он нам распишет. Пример успешного в маркетинге появляется подход Travel Origin. Организация разработала контентную стратегию, которая выделяет их уникальные сильные стороны и помогает привлекать аудиторию. Давайте посмотрим, да, какую информацию мы в него зальем. Ну, сейчас мы, наверное, это уже не увидим. Здесь, значит, есть, если мы зайдем на этот сайт по этим ссылкам, то мы найдем информацию. Можем вот, давайте попробуем здесь найти. Значит, приведи кейс успешного маркетинга. Он обратился в базу знаний, он нашел этот кейс, он обработал этот кейс и дал на основе этого кейса нам ответ. В принципе, он у нас сейчас построен вот в таком виде. Смотрите, мы еще раз говорю, мы его можем использовать как одного из наших AI-помощников в рамках большого нашего AI-помощника. То есть это будет одна из ячеек, который самообучается по определенной тематике. По бухгалтерии, по психологии, по фитнесу, по правильному питанию, по маркетингу, по SEO. То есть у вас специализированный AI-агент, который постоянно обучается именно одному направлению, а не просто там живет и, знаете, такой специалист, вы наняли его на работу, он вроде как работает, но новому ничему не обучается. С этим AI-ботом вы про эту проблему забудете, потому что он будет обучаться постоянно новым по тем источникам, которые вы ему дадите. Грубо говоря, вы ему даете сайты и говорите, изучайте сайты, и чтобы, когда я тебя спросил, ты знал все, соответственно, новые современные тенденции. Вытаскивать кейсы, вытаскивать какие-то истории, то есть делать что угодно. Здесь большой спектр задач, вы сами уже придумаете, как его использовать. Либо отдельного, в качестве отдельного бота для Telegram использовать, либо использовать вот в таком же чате, да, который мы с вами создали. В принципе, если у вас есть какие-то вопросы по этому шаблону, вы их задавайте обязательно под этим видео в комментариях. Я стараюсь отвечать на все комментарии. Конечно же, переходите в мой Telegram-канал, можете не создавать этого агента вместе со мной, а просто в Telegram-канале скачать вот эти вот 3 шаблона. Они там находятся, бот вам расскажет, как их получить. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. С вами был Игорь Зуевич. Пока.